Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на март 2023 года. Помогут мне сегодня в раскладе Суфи Таро, а также языческий Ленорман. Поэтому мы с вами приступаем, посмотрим, что вам приготовил первый весенний месяц, ну, какие события вас, в принципе, ожидают. Так, общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Сейчас выложу карты. Надеюсь, они вам хорошо видны. Приступим. Итак, общая энергия месяца. У вас ложится аркан умеренность. Потрясающая карта, которая говорит о гармонии, о зоне комфорта, о равновесии души и тела, то есть, знаете, как о гармоничном состоянии, о балансе. Причем этот баланс может у вас распространяться на любую сферу жизни. То есть соблюдать баланс в плане работы и личной жизни, соблюдать баланс в плане режима дня или в плане приема пищи, соблюдать баланс в эмоциях, соблюдать баланс в тратах, доходы и расходы. У каждого это будет созвучно по-разному, но тем не менее сама энергия месяца для вас уже более чем благоприятна. Тем более спрашивают, чего касается, по десятке мечей. Это, знаете, как выход после каких-то застойных ситуаций. То, что вам разбивало сердце, вас очень сильно ранило. Или каким-то образом дестабилизировало вашу жизнь, ваше существование. Потому что для многих по десятке мечей это было окончание какого-то сложного цикла, проблематичного цикла. Вот сейчас вы сможете вздохнуть полной грудью и от этого освободиться. Если смотреть вопросы работы, бизнеса и карьеры, у вас здесь ложится дочь мечей, ну или это паш мечей, чтобы вам было понятно. Потому что карта, которая указывает на ситуацию анализа, то есть либо поиска для себя подходящей структуры, где вы хотите раскрыться, реализовать себя, или в принципе поиска сферы, где вам нужно работать. А для кого-то анализ, стоит ли открывать свое дело, или стоит наоборот продолжать свое дело, или стоит оставаться на том месте, где вы находитесь на текущем этапе. Будем смотреть, что же здесь по факту. Для тех, кто на текущем этапе у нас не работает. Паж мечей и аркан подвешенный говорят о неизменности ситуации. Здесь нет трудоустройства, здесь нет дополнительных источников дохода. Здесь попытки разобраться в себе. Это такой глубокий психоэмоциональный и эзотерический анализ ваших способностей, талантов, задатков. То есть это попытки покопаться в себе, понять действительно, чего же вы хотите от жизни. Для тех, кто у нас в статусе соискателя, опять же, масса предложений, но что является вашим, что будет приносить не только удовольствие, но и хороший стабильный доход. Семерка чаш для вас карта трудного выбора. Так вот здесь как сопоставить, сравнить и найти для себя наиболее оптимальный вариант. Если же вы у нас наемный сотрудник, паж мечей, король мечей – это проверки, верификации, аккредитации. Может быть в чем-то предвзятое отношение, попытки копать под вас, но все они будут безуспешными, потому что здесь по этим арканам это как отстоять свою правоту, свой авторитет и свою ситуацию. Если у вас свой собственный бизнес, паж мечей и паж жезлов указывают на поиск какой-то новой идеи, нового способа инвестиций, нового способа заработка или новой модели ведения бизнеса. То есть это желание улучшить и рабочие процессы, ну и качество вашей жизни, то есть облегчить себе задачу, облегчить труд. Финансовая сторона вопроса у вас здесь ложится четверка мечей. Карта, которая говорит о вопросах экономии. То есть, возможно, вы на что-то здесь будете откладывать. И здесь, смотрите, четверка мечей – это не сама по себе ситуация, когда нет прихода денег, потому что здесь у вас все стабильно. Очень часто четверка мечей говорит о вашей заинтересованности в плане пассивного дохода, то есть поиск таковых источников. Сейчас даже дотяну, видите? По шестерке мечей у вас с финансами все стабильно. Кстати, связка четверка мечей, шестерка мечей в плане ресурсов может указывать о тратах на отдых, на путешествия, на перемещение, смену места жительства. А для кого-то это приобретение автомобиля, но в рассрочку, потому что четверка мечей – это когда вы будете платить частями, то есть нет какой-то единовременной выплаты. Если смотреть вопросы здоровья. Семерка пентаклей. По семерке пентаклей здоровье само по себе стабильно, но
Для девушек это, конечно, плодотворный период, потому что для тех, кто стремился стать матерью, самое время заняться этим вопросом, потому что месяц вам благоволит, и карта сама по себе говорит о вопросах зачатия, деторождения, то есть пустить корни, продолжить свой род, свое древо. Для всех остальных это просто процессы, которые связаны с вопросами восстановления или подготовки к чему-то значимому. Ну, допустим, вы готовитесь к каким-либо операциям, то есть нужно там соблюдать диету, подобрать необходимые физические нагрузки, может быть, прием препаратов. То есть это к чему-то готовиться, подготавливать свой организм и улучшать состояние своего самочувствия. Вопрос личной жизни, 9 пентаклей. Жизнь в райском саду. С одной стороны, это самодостаточность, а с другой стороны, это, знаете, как весь мир к вашим ногам. Безусловно, здесь прослеживается нотка меркантильности, потому что кто-то будет выстраивать отношения не только по эмоциональным интересам, но и по финансовым. Посмотрим, чем это будет, знаете, как созвучно с вами. Для тех, кто у нас на данном этапе не состоит в отношениях, то 9 пентаклей и королева жезлов для мужчин может указывать на увлечение женщиной яркой, харизматичной, амбициозной, которая знает цену себе, своему времени. Ну и, конечно, такая барышня будет требовать от вас серьезных вложений. Но что самое интересное, вам эти вложения будут в радость, а не в тягость. Вы просто будете так восхищены этой мадам, то здесь будете действительно тратиться с удовольствием, с любовью. Для девушек эти карты указывают на ситуацию, видите, 8 жезлов, изменение себя, своего облика. Здесь знакомства не будет, но вы по максимуму будете меняться, вкладывать в себя, менять имидж, менять облик, потому что 8 жезлов, вот эта энергия весны, вот это, знаете, как пробужденная либидо, которая у вас просыпается, оно будет требовать кардинальных изменений, потому что, знаете, такая как дикое желание влюбиться, и как следствие подготовка к этому, будете меняться внешне. Если вы у нас в любовных треугольниках, 9 пентаклей, 6 жезлов, достижение цели, результата. Это утереть нос оппоненту или оппонентке, это достичь цели и получить не только любовь, страсть, внимание, но и какие-то материальные блага. Поскольку девушка здесь восседает на лошади, вплоть до того, что это может быть какое-то путешествие, поездка или даже приобретение транспортного средства. Для тех, кто в стабильных отношениях, 9 пентаклей и маг. Ну, это так крутить, вертеть партнером, чтобы вы полностью были довольны форматом взаимоотношений. Это вкладываться в союз, это получать, знаете, как максимум любви и внимания, потому что по 9 пентаклей за вас держатся как за ценность. Ну и, конечно же, здесь это вопросы материальных подарков. Кстати, это могут быть какие-то дорогостоящие покупки, которые, в принципе, будут полезны вам обоим. Потому что 9 пентаклей и маг – это как рациональное вложение ресурсов или те покупки, которые и улучшают и качество жизни, дарят вам комфорт, ну и действительно являются такими стоящими инвестициями. Если смотреть совет, ну у вас даже по совету, здесь у нас, видите, падает рыцарь пентаклей. Аркан, который указывает на ситуацию построение эмоциональных отношений, чувственных, это вопросы знакомства, это путешествия, это поездки, это, знаете, как наполниться новыми эмоциями. Опять же, действительно может быть покупка автомобиля. Но и в принципе рыцарь чаш зачастую у нас указывает на выстраивание связи, знаете, как предложение, радость. Видите, вот этот мост, по которому вы идете. Новые дружеские, деловые связи, новые контакты. Поэтому месяц в этом аспекте будет очень насыщенным. Если посмотрим с вами неожиданность этого периода. Сердце, змея. Ох, и луна. Что могу вам сказать? И тут еще у нас лилии, страсть, сексуальная тяга. Тут чувственные аспекты. У кого-то тут в прямом смысле слова снесет башню. Будете погружены с головой в эти тайные связи, потому что по луне вы не будете их афишировать. Сердце, змея – это позиция «меня обманывать не нужно, а сам обманываться рад». Это когда в омут с головой, потому что ваши гормоны, ваша сексуальная тяга к человеку будут, знаете, превалировать над вами. Вы фактически как вопросы здесь одержимости. Ну, что ж, бывает всякое, но то, что месяц у вас не будет скучным, это факт. Это факт. Почему? Потому что, видите, здесь эмоционально напитаться. По умеренности это окунуться в эти эмоции, в эти чувства, получить ту гармонию, тот баланс,
которого вам так не хватало. Что ж, пусть так и будет, пусть отыгрывается только в положительном контексте, ну а я, конечно же, для вас все негативные арканы перекрою позитивными. А вас попрошу по окончании периода, либо, может быть, в течение месяца, если вдруг события уже будут у вас отыгрываться, дать весточку относительно того, как проигрывается информация, проигрывается расклад. Я вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых встреч.